Всем привет! Это мастер-класс от магазина Лентомания. Меня зовут Аня Сахно. Сегодня мы будем вязать очень простой рюкзак, почти без фурнитуры. Для вязания этого рюкзака я использовала 2 мотка трикотажной пряжи, наконечники, портфельный замочек, фиксатор для утяжки и кольца-карабины для прикрепления лямочек к основанию рюкзака. Все остальное связано руками и не требует никаких кожных элементов. Этот рюкзак рассчитан для тех, кто хотя бы раз держал в руках крючок и знает, что такое элемент столбик без накида. Вы справитесь. Размеры рюкзака 23 см в ширину, 29 см в высоту и глубина рюкзачка около 10 см. Все эти материалы есть на сайте Lentomania.ru. Ссылка на сайт появится сейчас в уголке видео. Переходите туда. Мы с любовью собираем заказы и доставляем их быстро. На сайте максимально просто оформить заказ. Достаточно положить товары в корзину, выбрать удобный способ доставки. Доставляем мы почтой, с деком, боксбери и курьером до квартиры, либо до пункта выдачи. Вариантов доставки очень много. Они различаются по сумме. Вы можете выбрать любой удобный вариант доставки и ждать вашу посылку, чтобы насладиться вязанием. На моем YouTube-канале я рассказываю, как вязать разные рюкзаки, сумки, показываю лайфхаки для тех, кто вяжет, и классные узоры. Для вязания рюкзачка нам потребуется 2 мотка трикотажной пряжи стандартной ширины 7-9 мм. В моем случае это пряжа бисквит. Я выбрала цвета лимон и красивый кремовый цвет, малиновый йогурт называется. Пряжа бисквит лицевой нарезки. Это нитка первичного производства, означает, что она отличного качества, имеет одинаковую ширину на протяжении всего мотка. У пряжи бисквит огромная цветовая палитра, и это дает большие возможности для творчества. Также вам понадобится 2 крючка. Я выбрала крючок 8 размера для вязания рюкзачка. Этот крючок у меня фирмы Эдди, он пластиковый. И также для вязания лямочек я взяла крючок поменьше, 6 размера, можно выбрать даже 5 размера, для того, чтобы лямочки получились плотнее. И в этом случае я вам советую выбрать металлический крючок, потому что при плотном вязании лямочек пластиковый или деревянный крючок может сломаться. Вам понадобится несколько маркеров для того, чтобы отмечать удвоенные петли на донышке. С маркерами вязать легче. Если вы не новичок, то можно не пользоваться маркерами. В одном мотке трикотажной пряжи около 100 метров, поэтому на рюкзак у меня потратится около 200 метров трикотажной пряжи. Я начну вязать цветом малиновый йогурт. Удобнее всего начинать вязать из серединочки мотка. Нить немножко будет у вас скручиваться поначалу, это нормально. Для начала я наберу цепочку из воздушных петелек, и мне нужно будет набрать 10 воздушных петелек. Вокруг крючка я формирую вот такую вот петлю, скрещиваю ниточку, протягиваю рабочую ниточку. Рабочая нитка — это та нитка, которая идет от мотка. Затем снова через петлю на крючке протягиваю трикотажную пряжу и повторяю так 10 раз. Чтобы проверить себя, вы можете посчитать количество косичек, которые у вас получается. Это будет означать количество воздушных петелек. У меня как раз провязано 10. Теперь я делаю еще одну воздушную петлю. Она будет служить петлей подъема и поднимать нас на высоту первого ряда нашего дна. После петли подъема мы переворачиваем косичку из воздушных петелек себе изнаночной стороной. Вот так выглядит цепочка с обратной стороны. Здесь вы видите 3 перемычки. Нас будет интересовать центральные перемычки, которые расположены параллельно столу. Мы пропускаем петлю подъема, вот эту петлю, которую мы связали. Выбираем следующую петельку, вот эту. Выбираем вот эту центральную перемычку, про которую я говорила, и вкладываем под нее крючок. Затем вытягиваем рабочую нитку и провязываем 2 петли вместе. Этот элемент называется столбик без накида. Мы его будем повторять сейчас, пока не провяжем всю цепочку из воздушных петелек. Снова продеваем крючок вот в эту перемычку центральную. Вытягиваем рабочую нитку, провязываем 2 петли вместе. И продолжаем так вязать, пока не закончится цепочка из воздушных петелек.
Я провязала 9 столбиков без накида или 9 галочек, вы можете вот тут вот насчитать. У меня остается последняя петля или первая воздушная петля, которую мы набирали, и в нее мы с вами провяжем вместо одного столбика без накида целых 3 столбика. Сделаем мы это для того, чтобы развернуться на другую сторону цепочки из воздушных петелек и продолжить ее обвязывать вот здесь с левой стороны. Я вкладываю крючок в последнюю петлю, провязываю 1 столбик без накида, снова туда же вкладываю второй раз крючок, второй столбик без накида провязала и 3-й раз вкладываю крючок и провязываю 3-й столбик без накида. Немножечко подтяните ниточку, у вас скорее всего петля немножечко стала свободнее, чем была, и подтягивая нитку вы вернете ей плотность, затянете ее. Дальше мы продолжаем обвязывать цепочку из воздушных петелек с обратной стороны. Вот этот хвостик, который у меня остался, я положу сверху на ряд, для того, чтобы сразу его спрятать в столбиках, внутри столбиков без накида, и чтобы его не нужно было прятать в конце вязания. Вкладывать крючок я буду под обе стеночки косички, которые у меня вот здесь вот имеется. Так, вот сейчас хвостик уберу, чтобы вам показать. Вот так будет выглядеть крючок, вложенный под обе стеночки косички. Так, возвращаю хвостик на ряд и просто продолжаю также вязать в каждую петельку по одному столбику без накида, и мы с вами возвращаемся назад, вяжем в обратную сторону. В обратную сторону я тоже не довязала одну последнюю петлю. В нее мне нужно будет связать 2 столбика без накида, потому что один столбик уже был связан в самом начале первого ряда. Эта петелька уже не пустая, как бы воздушная. Поэтому остается для симметрии провязать сюда 2 столбика без накида, чтобы получилось всего связанных 3 в эту петлю. Так, связали 3. Теперь у нас с вами получилось абсолютно симметричное начало овального дна. Первый ряд мы закончили, и нам необходимо теперь соединить конец и начало первого ряда для того, чтобы перейти к вязанию второго ряда. Для этого я немножечко побольше вытягиваю петлю, которая у меня осталась после провязывания последней петли вместе. Вкладываю крючок в первую петлю первого ряда, накидываю вот эту вот вытянутую петлю, вытягиваю ее на лицевую сторону, меняю положение крючка, чтобы петля не была вывернутой, и провязываю ее как воздушную первую петлю второго ряда, вот так. И таким образом мы уже с вами начали вязание второго ряда. Нам необходимо продолжить вязание таким образом, чтобы дно получилось овальным. Напомню вам, что в первую, последнюю петлю цепочки мы провязали по 3 столбика без накида. Вот здесь 3 и вот здесь 3. Во втором ряду нам нужно все эти утроенные петли провязать по-особенному. В каждую такую петлю нужно будет провязать 2 столбика без накида. Вот эта петля тоже считается одной из утроенных, потому что вот в эту крайнюю петлю мы провязали вот здесь 2, а третья у нас уже была связана в начале ряда. Поэтому она считается как утроенная петля, и я в нее провязываю 2 столбика без накида. Вот видите, из одного отверстия у меня связано 2 столбика без накида. Дальше мы будем вязать в каждую петлю по одному столбику без накида, пока не дойдем до места закругления, в которое мы провязывали в предыдущем ряду 3 столбика без накида. И сейчас я эти 3 петли отмечу маркерами. Вы тоже можете отметить, чтобы не запутаться. Я вот так вот косички отмечу. Вот в эти 3 петельки, угловые, можно сказать, нам нужно будет провязать по 2 столбика без накида. Пока можно расслабиться и вязать по одному столбику в каждую петлю и наслаждаться процессом вязания. Я дошла до первой петельки, которая была отмечена маркером, и провязываю в нее 2 столбика без накида. То есть провяжу 1 столбик и в это же отверстие вложу крючок и провяжу
туда же второй столбик без накида. Затем повторю это со следующей петлей. И с еще одной петлей. Вот так получилось. Эту часть овального дна мы обработали во втором ряду. Можем переходить на прямую линию и провязывать каждую петлю по одному столбику без накида, пока не дойдем до двух последних петелек, которые мы утраивали тоже в предыдущем ряду. Их я отмечу маркерами. Вот эту петлю мы уже удвоили, помните, в самом начале ряда, поэтому ее я не отмечаю. Нам здесь осталось удвоить только 2 петли с этой стороны. Продолжаю вязать по прямой. Так, провязываю последнюю неотмеченную петлю одним столбиком без накида, и затем у меня 2 петли, отмеченные маркерами. Первую петлю я провязываю 2 столбика без накида в одну и ту же петлю, 2 раза подряд вкладываю крючок. И вторую петлю я тоже провязываю в нее 2 столбика без накида. Таким образом у вас должно быть симметричное, абсолютно провязанный второй ряд. То есть здесь мы провязали на повороте в месте закругления 6 столбиков без накида. И здесь тоже 6. 4 в конце и 2 в начале. Все симметрично получилось. Опять вытягиваю последнюю петлю, вкладываю крючок движением спереди назад, вытягиваю свободную петлю на лицевую сторону, меняю положение крючка. Сейчас он у меня как бы сзади вперед вставлен, а нам нужно спереди назад. И провязываю воздушную петлю, и эта же петля будет являться первой петлей третьего ряда. Давайте посмотрим в третьем ряду, что нужно сделать, чтобы получился овал. В третьем ряду вот эта петля уже не попадает под скругление, поэтому ее мы не удваиваем и продолжаем вязать в каждую петлю по одному столбику без накида, пока не дойдем до петелек закругления или до закругленной части нашего овала. Так как мастер-класс совсем рассчитан для новичков, я еще расскажу, что если вы видите, что вы как-то не совсем правильно провязали петлю, например, вложили крючок не под обе стеночки петли, а случайно под одну стеночку петли, не поленитесь и перевяжите лучше эту петлю, потому что может показаться, что это одна петля среди тысяч, и это незаметно, но на самом деле, когда все полотно одинаково связано красивыми петельками, одна неправильно связанная петля очень сильно выделяется, поэтому лучше ее перевязать. Я дошла до петелек закругления. Как вы можете понять, что это за петли? Вот здесь видно, что вот эти столбики без накида или галочки, они все связаны из одной петли. Эти 2 из одной, эти 2 из одной и эти 2 из одной петли. И мы будем провязывать по 2 столбика без накида не в каждую из этих петелек, а через одну. То есть мы провяжем 2 столбика без накида в первую петлю, такую, во вторую не будем провязывать, в третью провяжем, четвертую не будем, в пятую провяжем, а в шестую тоже не будем. Таким образом, я для наглядности сейчас прикрепила маркеры. То есть первую такую петлю, удвоенную в предыдущем ряду, я провяжу тоже 2 столбика без накида. А в следующую провяжу уже 1 столбик. Если мы будем провязывать в каждую петлю по 2 столбика без накида, то круг будет слишком сильно расширяться, и он будет некрасиво волниться. Поэтому здесь существует определенная схема вязания, которой лучше придерживаться, чтобы круг получился красивый и плоский. После одинарной петельки снова вяжем удвоенную петлю, то есть в одну и ту же петлю вкладываем крючок и провязываем 2 столбика без накида. Следующая петля маркером не отмечена, в нее вяжем 1 столбик. И наша последняя петля с этой стороны, которую мы должны провязать удвоенно, мы ее провяжем правильно 2 столбиками без накида. Дальше мы разворачиваемся и вяжем в каждую петлю по 1 столбику без накида.
Я уже подхожу к петелькам закругления с обратной стороны нашего донышка. И сейчас сразу здесь прикреплю маркеры, чтобы было понятно, какие петли мы удваиваем. Итак, вот начиная с этого момента мы стали удваивать петли в предыдущем ряду. И эту первую петлю я тоже отмечаю маркером. Следующую я также пропускаю. Третью отмечаю. Четвертую пропускаю и пятую отмечаю. Вот так это выглядит. Так, мне, значит, осталось провязать последнюю одинарную петельку, прежде чем перейти к обработке закругленного края. Так, эту петлю я снова провязываю удвоенной в одну петлю, 2 столбика без накида. Следующую петлю одинарной, так как она не отмечена маркером. Следующая будет удвоенной. Затем снова одинарная. И последняя петля третьего ряда тоже у нас удвоенная. Нам остается соединить конец и начало ряда. Старайтесь не затягивать вот это место, чтобы оно было похоже на свободную петлю. Мы каждый раз это место провязываем, как еще одну петлю последнюю, поэтому если она будет слишком затянута, то вы ее просто не сможете найти, даже глазами сложно будет ее найти, и сложно будет сюда вложить крючок. Это будет не очень удобно. Мы связали первую петлю 4-го ряда, и теперь каждую петельку вяжем стандартно, в одну петлю провязывая по одному столбику без накида. Я дошла до первой удвоенной петельки в третьем ряду. Вот видите, первая петля, в которой видно, что было провязано из одной петли сразу 2 столбика без накида. Сейчас расскажу, как мы будем размещать маркеры в 4-м ряду. Будем размещать в шахматном порядке. Вот смотрите, здесь была удвоенная петля, а следующая петля была одинарной. Из одного отверстия 1 столбик. Вот эту одинарную петельку в этом ряду мы будем провязывать как двойную. Затем снова пропускаем 2 петли удвоенных, а вот в эту вкладываем маркер, ее будем провязывать как двойную. Ну и здесь также пропускаем 2 петли удвоенных и отмечаем маркером. Таким образом, мне нужно провязать еще 2 петли одинарным способом по одному столбику без накида. Дальше удвоенная, одинарная, одинарная и снова удвоенная. То есть в 4-м ряду у нас между удвоенными петлями будет уже 2 одинарных столбика без накида, 2 петли, провязанных стандартным способом. И с каждым рядом у нас количество одинарных петелек между удвоенными будет увеличиваться на 1. А удвоений в каждом ряду будет по-прежнему 3, то есть мы с вами всего лишь 3 маркера каждый раз закрепляем на каждой закругленной части и всего лишь 3 петли удваиваем. И это правило будет распространяться и на следующие тоже ряды. Последнюю петлю, которая была отмечена маркером, я также провязала удвоенной, 2 столбика без накида. И теперь могу продолжать вязание по прямой в одну петельку, 1 столбик без накида. Я подхожу к закруглению с обратной части донышка. Мы здесь будем распределять маркеры по точно такому же принципу. Я вижу удвоенную петлю, которая была в предыдущем ряду. На эти петли я не прикрепляю маркер, а прикрепляю его на одинарную петельку, которая идет после удвоенной. Затем снова пропускаю 2 петли, они удвоенные, кстати. Прикрепляю на одинарную и снова пропускаю 2 петли и прикрепляю маркер на последнюю петельку рядом. Сюда двойная, затем 2 одинарных, снова двойная, снова 2 одинарных и последняя петля ряда двойная.
Соединяем конец и начало ряда. И провязываем первую петлю 5-го ряда. Как видите, мое дно не выглядит идеальным. Это нормально, когда трикотажная пряжа не ложится в строгие геометрические формы, потому что это просто невозможно сделать. Для того, чтобы донышко у вас стало красивым и абсолютно плоским, после окончания вязания дна мы его просто прогладим утюгом. Можно с паром через хлопковую ткань, и тогда оно примет ровную нужную нам форму. Пока пусть это вас не беспокоит, это нормально, у меня тоже, видите, вот загибается. Мы с вами вяжем 5-й ряд. Начало у нас будет точно такое же. В каждую петлю мы будем вязать по одному столбику без накида. Будем распределять маркеры по такому принципу. Ближайшее удвоение у нас довольно глубоко и близко к центру закругления. И мы отметим предыдущую петлю перед удвоением, отметим ее маркером. Сюда провяжем двойную. Затем пропустим 3 петли и провяжем вот сюда двойную. Эта петля у меня будет перед удвоением в предыдущем ряду. Затем снова пропустим 3 петли и провяжем вот сюда еще удвоение. Таким образом у нас будет, как я и говорила, уже 3 петли между удвоенными петельками. Теперь вяжем по такому же принципу, как и в предыдущем ряду. Все петли, отмеченные маркером, мы провязываем в них по 2 столбика без накида. Во все остальные петли закругления, которые не отмечены маркером, мы провязываем по 1 столбику без накида. Я провязала последнюю удвоенную петлю закругления. Дальше мы можем вязать, как обычно, по 1 столбику без накида в каждую петлю. Но я решила сразу отметить маркером правильные петли для удвоения на противоположной стороне овала. Здесь мы будем пользоваться точно таким же принципом. В 5-м ряду мы находим первую по ходу вязания удвоенную петлю в предыдущем ряду. Вот она у меня. Ищем предыдущую одинарную петлю и отмечаем ее маркером. Затем отсчитываем 3 косички, в 4-ю вкладываем маркер. Снова отсчитываем 3 косички и в 4-ю вкладываем маркер. Но пока мы не дошли до маркеров, вяжем по 1 столбику без накида в каждую петлю. Затем снова пользуемся принципом, что в отмеченные маркером петли мы провязываем по 2 столбика без накида. В одинарные же продолжаем вязать по 1. Дальше провязываем до конца ряда. У меня осталось 3 одинарные петельки. И нам остается привычным способом соединить конец и начало ряда. Я начинаю вязание 6-го ряда. Провяжу какое-то время просто по 1 столбику без накидов каждую петельку. И теперь распределю маркеры. Итак, первая удвоенная петля по ходу вязания у меня вот здесь, вот такая. Я пропущу 1 одинарную петлю после удвоенной и через 1 вложу маркер. Дальше все просто, нужно отсчитать 4 косички, 1, 2, 3, 4, в 5-ю вложить маркер и снова отсчитать 4 косички и в 5-ю вложить маркер. 6-й ряд, это будет последний ряд донышка, который я провяжу. Если вы захотите связать рюкзак большего размера, для этого нужно связать просто донышко большего размера. То есть вы в следующем ряду можете распределить прибавки, опять же, не друг под другом, а как-то смещая, как мы с вами смещали на 1 или на 2 петли относительно удвоенной петельки в предыдущем ряду. Отсчитать уже по 5 косичек между маркерами и следовать этому правилу увеличения 1 одинарной петли между удвоенными петлями в каждом следующем ряду. В принципе, так можно провязать довольно большое донышко и выполнить рюкзачок какого-то другого дизайна, например, или просто увеличить размер вот этого рюкзачка, который вяжу я.
Теперь по этому же принципу мне нужно распределить маркеры на противоположной стороне овала. Я по ходу вязания отыскиваю первую удвоенную петлю, пропускаю после нее одну одинарную и вкладываю маркер в следующую одинарную петлю. Отсчитываю 4 косички, в пятую вкладываю маркер, отсчитываю 4 косички, в пятую вкладываю снова маркер. Таким образом я довязываю 6-й ряд и соединяю конец и начало ряда для того, чтобы перейти к вязанию стеночек рюкзачка. Шестой ряд я довязала. Теперь мне нужно прогладить и отпарить донышко для того, чтобы оно стало плоским. И тогда уже будет можно приступить к вязанию стеночек. Пока у меня вот так выглядит начало 7-го ряда или начало стеночек. Просто воздушная петелька в том месте, где мы с вами соединяем ряды. После того, как я прогладила и отпарила донышко, оно у меня выглядит намного лучше. Оно стало плоским. И теперь приятно приступить к вязанию стенок. Узор у нас не совсем стандартный, но при этом очень простой. Я специально подбирала этот узор, чтобы он подошел новичкам и выглядел при этом необычно. Также я хочу сказать, что часто очень при вязании стеночек, при переходе от дну к стеночкам, начинают вязать за вот эти вот перемычки, чтобы максимально развернуть стеночки относительно дна и сделать между ними угол 90 градусов. Вот мы с вами этого делать не будем, потому что модель этого рюкзачка подразумевает такой очень мягкий переход, чтобы он выглядел как мешочек, как бочонок. Поэтому мы будем вязать, как и продолжали, захватывая 2 стеночки петли. И в этом плане вам тоже будет проще. Такой способ вязания легче и сложнее запутаться, куда же там вкладывать крючок, поэтому я выбрала именно этот способ захватывания нити при переходе от дна к стеночкам. Но для того, чтобы рюкзак приобретал формы все-таки сумки, то есть стеночки начинали плавно подниматься наверх, мы не будем делать никаких прибавок больше по ходу вязания и не будем провязывать больше удвоенных петель. Маркеры нам с этого момента больше не понадобятся. Наш узор будет состоять из столбиков без накида и воздушных петелек. Мы с вами будем вязать столбик без накида, затем пропускать следующую петлю внизу в предыдущем ряду, но вместо этой петли нам нужно будет провязывать воздушную петельку, вот так. То есть она будет разворачиваться, я ее сразу руками разверну, и вот эта петля будет висеть, как бы нависать над петлей нижнего ряда, которую мы пропускаем. А вот уже в эту следующую петлю мы снова вложим крючок под обе стеночки петли, вытянем ленту и снова провяжем 2 петли вместе. Давайте еще раз это проделаем. Мы провязали столбик без накида. Теперь следующую петлю мы должны будем пропустить. Но если мы пропустим и будем просто дальше вязать столбики без накида, у нас со временем вязание будет сужаться, потому что мы будем с каждым рядом провязывать все меньше и меньшее количество петелек. Поэтому мы будем вязать воздушную петлю, которая будет располагаться над той петлей, которую мы пропустили, вот так. А уже в следующую петельку, как бы через одну, мы вкладываем крючок и снова провязываем столбик без накида. И у нас будут получаться такие небольшие отверстия. Отверстия будут небольшими, поэтому, в принципе, с этим рюкзачком можно даже ходить без подкладки. Ну, если вы, конечно, там не собираетесь носить семечки. Если что-то носите мелкое, то лучше, конечно, сделать в этом случае подкладку. Так, я уже связала воздушную петлю, пропускаю вот эту, вкладываю крючок в следующую петельку и вяжу снова столбик без накида. Делаю воздушную петлю, пропускаю одну петельку, вкладываю крючок через одну, как бы, и делаю столбик без накида. И вот этим простым узором мы с вами вяжем первый ряд наших стеночек. Смотрите, из-за того, что мы перестали делать прибавки, то есть перестали делать удвоенные петли, наше вязание начало стремительно сворачиваться вверх и уже приобретать форму сумки. Но в данный момент оно сворачивается изнаночной стороной наружу.
Такой вариант тоже приемлемый. Изнаночная сторона, если вы ее уже успели рассмотреть, она в принципе довольно симпатичная. Но все-таки в моем варианте мы вяжем лицевой стороной наружу, поэтому я буду при вязании выворачивать постепенно стеночки так, чтобы лицевая сторона была снаружи изделия. Я подхожу к последней петельке, сделала воздушную петлю, пропускаю петлю, которая идет следующей после столбика без накида. Это у меня вот такая вот соединительная петелька, которая получается каждый раз у нас в конце ряда. Сюда я провязываю столбик без накида. И теперь по рисунку мне нужно снова сделать воздушную петлю, чтобы между двумя столбиками без накида было отверстие. И нужно соединить конец и начало ряда. Но я предлагаю, начиная с этого момента, начать вязать по спирали, потому что при соединении рядов таким узором все равно будет получаться шов, который будет портить наше изделие. Поэтому я начинаю сразу вязание второго ряда, не делая никаких соединительных петелек. Второй ряд я начинаю вязать, вкладывая крючок в первое отверстие, которое у нас есть. Вот оно у меня. Прямо внутрь этого отверстия, внутрь этой дырочки вкладываю крючок, вытягиваю ленту и провязываю столбик без накида. С этого момента, начиная, мы будем вязать в шахматном порядке. То есть теперь я снова также делаю воздушную петлю, и она у меня будет находиться под столбиком без накида в предыдущем ряду. То есть эту петельку мы снова не провязываем, которая была связана в предыдущем ряду как столбик, а вкалываем крючок в следующее отверстие и снова провязываем столбик без накида. Затем снова делаем воздушную петлю, столбик без накида пропускаем, который был в первом ряду, вкалываем крючок в отверстие, в дырочку и вяжем столбик без накида новый во втором ряду. И таким простым узором мы продвигаемся дальше весь второй и третий ряд и далее. Сейчас еще раз покажу, когда закончу вязание второго ряда, что значит вязать по спирали, если вдруг, чтобы это не вызвало у вас каких-то вопросов и сомнений, как дальше действовать. И расскажу еще в самом начале вязания небольшой лайфхак. Для того, чтобы этот узор выглядел пышно и чтобы отверстия были минимальные в рюкзачке, вам необходимо делать вот эти столбики без накида, которые вы провязываете, пышными. Как это сделать? Вы вкалываете крючок в отверстие и вытягиваете ленту хорошо, не зажимайте ее, не слишком тяните, не затягивайте. Пусть она хорошо и свободно вытянется вот этой на высоту первой петли, которая у вас остается на крючке. После того, как вы вытянули на эту высоту, ну не слишком сильно, тоже не переусердствуйте, выберите такую оптимальную длину вытягивания петельки. Дальше вы провязываете 2 петли вместе, и у вас вот эта петелька, вот эта галочка, она получится свободной и пышной. А вот эту петлю, которая у вас остается на крючке, ее наоборот не стоит растягивать, не стоит ей давать свободы. Подтягивайте рабочую нитку и следите, чтобы эта петелька, которая остается на крючке, всегда плотно обтягивала, обхватывала крючок. Дальше делаем воздушную петлю, тоже можно делать ее довольно свободно, не затягивайте. И теперь мы следим, чтобы вот эта петелька плотно обхватывала крючок, вкалываем крючок в отверстие, свободно, хорошо вытягиваем пряжу и провязываем 2 петли вместе. Можно разложить галочку красиво руками, если есть время и желание. Сейчас покажу пример затянутой галочки. И если вязать такими затянутыми галочками все изделие, то оно будет выглядеть не слишком симпатично. Смотрите, вложим крючок, не дадим вытянуться пряжи. Постараемся ее сразу же провязать туго очень. Вот так, видите? У меня галочка выглядит очень затянутой. Отверстие, которое внизу, сразу увеличивается в размерах. И рисунок уже выглядит совершенно по-другому. Поэтому мы распустим такую петлю и будем вязать умеренно, свободно. Если вы не новичок в вязании и хотите еще как-то усложнить навыки, которые вы приобрели здесь на мастер-классе, то могу вам рассказать еще о таком секрете. Чтобы сделать изделие более опрятным, аккуратным, чтобы оно выглядело идеально, для этого необходимо следить за тем, чтобы нитка не перекручивалась и не разворачивалась вот этой вот стороной со швом лицом к нам. То есть в идеале петельки должны выглядеть вот так, чтобы шов, который есть на трикотажной пряже, вот он, чтобы этот шов был перевернут внутрь.
Для того, чтобы так получалось, необходимо при вязании столбиков без накида следить за тем, чтобы рабочая нитка, которая у вас находится на пальце, смотрела швом наверх. И когда у вас ниточка смотрит швом наверх, вы вытягиваете и провязываете петлю. Иногда приходится подправить ее руками, но она разворачивается, пряжа разворачивается лицевой стороной к нам. Давайте еще раз продемонстрирую. Сейчас провяжу воздушную петлю, здесь нам не важно, как будет вывернута нитка. Теперь развернула нитку швом наверх и провязала. Так делают профессиональные вязальщицы, в том числе для того, чтобы улучшить внешний вид своего изделия и довести его до идеала. Хочу еще раз показать вам сейчас, когда дойду до конца ряда, как это вязать по спирали. Так, я провязываю, вот оно у меня отверстие последнее, видите, здесь у нас шов с вами был. И я провязываю в это отверстие последнюю петлю второго ряда. И не соединяя ряды, я просто продолжаю вязать дальше, так же, как мы с вами вяжем. И получается, что я уже начинаю вязать третий ряд. Видите, раз, два, три, а здесь раз, два. Вот. И таким образом мы плавно переходим к вязанию третьего ряда, не соединяя ряды. Это намного проще. Таким образом я провязала 6 рядов этим узором. У меня уже получается вот такой вот похожий на рюкзачок или на начало сумочки изделие. И как только я дошла до конца 6-го ряда, вот у нас здесь шов до сих пор на донышке, который может нам показывать, с какой стороны, в каком месте у нас заканчивается примерно и начинаются ряды. И довязав до конца 6-го ряда, я решила поменять нитку на желтую, чтобы сделать свой рюкзак двухцветным. И сейчас покажу, как я это сделала. Итак, я хочу провязать еще половину столбика без накида. То есть у меня воздушная петля, последняя была провязана на крючке. Вкладываю крючок в отверстие, вытягиваю 2 нитки и провязываю их вместе уже не розовой ниточкой, а желтой. Немножко отступив от самого конца, чтобы у меня получился такой хвостик. Вот он. Его я откладываю, подтягиваю розовую нитку, подтягиваю желтую, чтобы это место не было слишком свободным. Теперь делаю рабочей ниточкой уже желтую нитку, вяжу по рисунку воздушную петлю и продолжаю рисунок так же, как мы и вязали, уже полностью перейдя на желтую нитку. В этом месте у вас будет такая небольшая ступенька. Поэтому я советую ее сделать именно там, где у нас находится соединение рядов, чтобы сделать в общем вот эту часть рюкзака внутренней, то есть той, которая будет прилегать к спине. Но я продолжаю дальше вязать этим узором, провяжу еще несколько рядов. Я провязала 14 рядов желтым цветом. И остановила вязание вот здесь. Видите, у меня петля. Сейчас объясню, почему именно здесь, с учетом того, что соединение рядов у меня вот здесь. Происходит не соединение, а переход от одного ряда к другому. Я немножечко больше провязала, чем нужно. Сейчас еще раз покажу, где у меня шов на дне. Вот он. Вот эта ступенька из цвета, она почти не просматривается, не бросается в глаза, хоть это и будет изнаночной стороной рюкзачка, на которой будут пришиваться лямочки, все равно шов не просматривается и ступенька не просматривается. Закончила я вязать именно здесь, потому что, давайте перевернем на лицевую сторону, мой рюкзачок представляет собой просто такую вытянутую корзинку, что ли. И для того, чтобы придать форму рюкзачка, нужно вогнуть вот эти 2 боковые части рюкзачка внутрь, примерно сантиметра на 3-4 сантиметра отступаем и загибаем их внутрь. Получается вот так. То есть внутри у меня такие 2 уголка. И вот примерно сделайте так, чтобы это было симметрично. У вас будет проходить здесь вот утяжка в этом месте, то есть утяжка будет удерживать ваш рюкзак в этом положении. И как раз в конце изнаночной стороны у меня провязана последняя петля последнего ряда. Эту петлю можно вытянуть, и хвостик, который мы вытянули, нужно будет спрятать между задними частями петелек, чтобы его не было видно. Сделали мы так для того, чтобы как можно меньше акцентировать внимание на ступеньки, которые образуются в конце вязания, потому что мы с вами не соединяем ряды, а вяжем по спирали.
Поэтому конец вязания вот такой вот немножко резкий. Но мы можем его еще сгладить. Сейчас я покажу, как это сделать можно. Вот у меня хвостик. Если хотите более сглаженный сделать вариант. Вкладываем крючок обратной стороной, сзади вперед, в следующую петлю после ступеньки. Вот она у меня ступенька. В следующую петлю я вложила крючок. Вытягиваю хвостик на изнаночную сторону. Теперь переворачиваю немножечко изнаночной стороной к себе последнюю петлю, которую мы провязали. И вкладываю крючок под перемычку и заднюю стеночку петли. Вот так. Выглядит, если посмотреть, откуда выходит крючок, то прямо из центра косички. И провязываем, протягиваем хвостик наш по ходу крючка. То есть он у вас сейчас окажется на изнанке. И вот тут вот мы сымитировали с вами косичку, петлю, которая не отличается от всех других косичек и петелек. Теперь вообще ступеньки, можно сказать, не видно. Можно смело прятать хвостик на изнаночной части рюкзака. Теперь начинаем вязать клапан. Клапан будем вязать тоже самый простой, чтобы он максимально гармонично смотрелся на рюкзачке, чтобы он очень хорошо подходил к нашему рюкзаку. Для того, чтобы связать клапан, нам необходимо набрать цепочку из воздушных петелек. Я вот так вот скрещиваю вокруг крючка рабочую нитку, протягиваю петлю, немножечко ее подзатягиваю, но не слишком сильно, потому что эта петля будет у нас тоже первой воздушной петелькой. И затем провязываю еще 12 воздушных петелек. То есть всего у нас их будет 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 и 13. Просто вот эта вот 13-я петля, она уже сразу будет служить петлей подъема. Она будет поднимать нашу цепочку из воздушных петелек на уровень первого ряда. Дальше мы пропускаем эту петлю подъема и начинаем вкладывать в крючок по очереди в остальные петельки воздушные. И провязывать столбики без накида, как мы с вами вязали донышко рюкзачка. В каждую петлю провязываем по одному столбику без накида. Сейчас нам нужно будет связать с вами прямоугольник, который будет состоять из 12 петелек и 8 рядов. Первый ряд мы уже с вами почти довязали. Я провязала последнюю воздушную петлю, ее еще немножечко подзатянула, она расслабилась у вас, скорее всего. Дальше мы будем вязать всегда одинаково. В конце каждого ряда мы будем делать петлю для подъема, который поднимет крючок на высоту вязания следующего ряда, в моем случае на высоту второго ряда. И пропуская вот эту петлю, из которой у нас связана петля подъема, мы будем вкладывать крючок под обе стеночки петли и провязывать снова столбики без накида. Дальше снова под обе стеночки петли вложили и провязали 2 петли вместе. И таким образом мы вяжем с вами все эти петли в обратном направлении. Здесь можно вязать немного потуже, для того, чтобы клапан лучше держал форму. Можно даже выбрать размер крючка поменьше и не стараться вязать свободно, потому что сильно мягкий и гибкий клапан, который не держит форму, он будет не слишком хорошо смотреться, во-первых, а во-вторых, он не будет удобен в использовании. Не забывайте провязывать самую последнюю петлю. Она не всегда очевидна, что она осталась. Смотрите внимательней или считайте. У вас должно быть провязано вместе с петлей подъема 12 петелек, то есть галочек должно быть 11 галочек. И первая петля, которую мы не провязываем, потому что из нее связана петля подъема. То есть в сумме все равно получается 12 элементов связано. Снова делаем петлю для подъема, переворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону 11 галочек и делаем так 8 раз всего. У нас с вами должно получиться 8 рядочков. Я провязала 8 рядов, и начиная с 9 ряда я начну медленно придавать клапану форму овальную, потому что овальный клапан выглядит опрятнее, по крайней мере на такой форме рюкзака он будет выглядеть лучше. И плюс в принципе у вязаного клапана, который имеет прямоугольную форму, будет свойство загибаться уголкам все время. Вы не сможете придать без каких-то дополнительных
укрепляющих элементов прямоугольному клапану идеальное плоское положение. Поэтому лучше клапан связать овальным, и это будет лучше смотреться. Для того, чтобы постепенно сужать клапан, нам необходимо будет, начиная с этого ряда, провязывать вместе первые 2 петли, которые мы вяжем, и предпоследнюю и предпредпоследнюю петлю в рядочке. Как провязывать петли вместе? То есть нам нужно будет уменьшать количество петелек для того, чтобы форма клапана становилась овальный. Я вкладываю крючок в первую петлю, вытягиваю ленту, но не провязываю их вместе, а вкладываю крючок в следующую петлю, вытягиваю еще одну петельку. Смотрите, у меня теперь 3 петли на крючке находятся, и все 3 эти петли я провязываю одновременно. Вот так. Затем вяжу, как обычно, в одну петлю 1 столбик без накида до тех пор, пока не дойду до 3 петли с конца ряда. Сейчас объясню, почему не последнюю и предпоследнюю мы провязываем вместе. Все это делается только для симметрии, потому что мы с вами здесь провязываем вместе 2-ю и 3-ю петлю, а вот эту вот петельку, которую делаем для подъема, мы ее никак не трогаем. Поэтому для того, чтобы изделие выглядело симметричным, чтобы клапан выглядел симметричным, мы тоже здесь последнюю петлю провяжем, как обычно, одинарной петелькой, а вот эти вот 2 петли, которые являются 3-й и 2-й с конца, мы будем провязывать вместе. Точно так же вложили крючок, вытянули петлю, не провязываем их. В следующую петлю снова вложили крючок, вытянули еще одну петлю, 3 петли на крючке, провяжем их вместе и затем провязываем последнюю петельку столбиком без накида. Таким образом мы уменьшили уже количество петелек на 2. Делаем петлю подъема, переворачиваем, и здесь в этом ряду тоже уменьшим количество петелек. Точно так же вкладываем крючок, вытягиваем петлю, не провязываем, вкладываем следующую петельку, крючок, вытягиваем пряжу. У меня получается 3 петли на крючке, провяжем их вместе. Затем вяжем в одну петлю 1 столбик без накида до тех пор, пока не дойдем до 3-й петли с конца. Я дошла до 3-й петельки с конца, делаю здесь то же самое, не провязываю, 3 петли на крючке, провязываю. И последнюю петлю вяжу кромочную, просто одинарную петлю, 1 столбик без накида. Делаю петлю для подъема, переворачиваю. Давайте свяжем еще один такой ряд с убавкой, то есть уменьшим в этом ряду количество петелек еще на 2. Одну петлю убираем с начала ряда, вторую петлю убираем в конце ряда. 3 петли, провязали их вместе и провязали кромочную. Делаем петлю подъема и переворачиваем. На этом я закончу вязание клапана, но для того, чтобы он имел красивый и законченный вид, нам необходимо будет клапан обвязать со всех сторон столбиками без накида. Для этого мы как будто бы вяжем еще один ряд. То есть начинаем вязать, как обычно, столбики без накида, каждую петлю по 1 столбику. Как только мы закончили вязание этого ряда, мы переходим плавно на обвязывание стеночек и всех сторон клапана. Поэтому за счет обвязки наш клапан сейчас прибавит в размере. Так, вот в эту последнюю петлю мы провяжем 2 столбика без накида, и сделаем мы это для того, чтобы плавно развернуться к боковой части и не стянуть это место. А дальше мы будем просто в каждое новое отверстие, которое находится между рядами клапана, провязывать по 1 столбику без накида. Вот здесь тоже будьте внимательны, я подхожу к последней петле. Последняя петля боковой части — это будет воздушная петля. Не забудьте ее, вот эту крайнюю, самую-самую угловую петельку тоже обвязать. И причем обвязать ее нам тоже придется 2 столбиками без накида. То есть в одну и ту же петлю нужно будет вложить 2 раза крючок
чтобы развернуться на другую сторону клапана. Дальше опять в каждую петельку провязываем по одному столбику без накида. Здесь снова не забываем провязать самую-самую угловую петлю. Это первая петля цепочки из воздушных петелек. В нее мы снова провязываем 2 столбика без накида. Ее нужно будет после того, как вы ее провяжете, подзатянуть, потому что она расслабится. И переходим на последнюю часть клапана, которая еще у нас не обвязана. И вот здесь я сделаю хитренький такой ход. Вот этот хвостик, который у меня остался с самого начала, я его сейчас положу на ряд. И как в самом начале, когда мы вязали донышко, я буду его с двух сторон обвязывать столбиками без накида, и он у меня уже будет спрятан внутри ряда, и в конце вязания изделия мне нужно будет прятать меньше хвостиков. Если вы его забыли и не спрятали, вот так, как это сделала я, или просто не любите так делать, то в конце изделия вам нужно будет просто с помощью иголки для трикотажной пряжи или с помощью тоненького крючка аккуратно спрятать этот хвостик с обратной стороны, с изнанки клапана, просто среди изнаночных петелек, его замаскировать. Я подхожу к первой петле ряда с той петли к той петле, которой мы начинали вязание. Провязываю ее. То есть у нас тоже получилось из этой петельки связано 2 петли. Первая была для подъема, и последняя это просто столбик без накида, который мы не забыли в нее провязать. И сейчас нам нужно будет очень красиво соединить конец и начало ряда и закончить вязание клапана. Я обрезаю нитку. Теперь покажу вам одну хитрость. Вот так вытягиваем хвостик. Теперь нам нужно смоделировать вот здесь, в этом месте, вот такую же точно косичку, как у нас получается при провязывании столбиков без накида. Мы вкладываем крючок под обе стеночки первой петли, то есть ищем косичку первую и вложили в нее крючок. Вот так, движением сзади вперед, наоборот вставили крючок. Затем вытягиваем на изнаночную сторону наш хвостик. Теперь будем работать с последней петелькой. Переворачиваем немножечко ее к себе изнаночной стороной и видим заднюю стеночку косички и перемычку, которая идет следом за косичкой. Вот нам нужно вложить крючок в эту перемычку в начале, затем за заднюю стеночку петли. Получится, что у вас крючок выглядывает прямо из центра косички. Затем снова зацепляем хвостик и вытягиваем его уже на изнаночную сторону. И таким образом у нас с вами получится косичка, которая очень сильно похожа на все косички в нашем последнем ряду. И даже никто так вот с первого взгляда не скажет, что у нас здесь с вами закончился ряд. Вот этот хвостик, который у нас вытянут с вами на изнаночную сторону, нам нужно спрятать хорошо в петельках изнаночных. Я возьму для этого крючок поменьше 6 размера, просто прокалываю петли крайние с изнаночной стороны, несколько штучек, затем зацепляю крючком хвостик и протягиваю его через эти изнаночные петли. И еще раз также сделаю, проделим, обрезаем хвостик, чтобы он выглядел аккуратно и не торчал. И теперь нам останется прогладить клапан, чтобы он выглядел хорошо и плоско. Теперь свяжем лямочки и перейдем к пришиванию лямочек и клапана к рюкзачку. На клапан, кстати, нам нужно будет предварительно прикрепить портфельный замок. Я взяла самый маленький, самый такой простой замочек. Он прикрепляется к клапану с помощью зубчиков. То есть нам будет необходимо разжать вот эту вот верхнюю часть замка при помощи, например, ножниц, вложить в замочек клапан и затем обратно сжать. Вот можете использовать какие-то другие предметы типа плоскогубцев, например, или попросить какого-нибудь мужчину в доме помочь вам.
с установкой замка. Перейдем теперь к вязанию лямочек. Скажу сразу, что при вязании лямочек лучше использовать крючок 6 или даже 5 размера, для того, чтобы лямки получились максимально тугими и меньше всего растянулись при носке. Также можно заранее или по ходу вязания вытягивать как можно больше пряжу. Опять же, с той же самой целью, чтобы во время носки у вас лямки вытянулись по минимуму, чтобы они сразу уже обрели окончательную длину и форму. Сейчас, пока буду вязать, расскажу еще, как определиться с размером, как определиться с длиной лямочки. Для начала мы наберем с вами цепочку из 3 воздушных петелек. Вот так она будет выглядеть. Затем вкладываем крючок во 2 петлю, вяжем столбик без накида, вкладываем крючок в 1 набранную петлю и снова вяжем столбик без накида. Связали, делаем петлю для подъема, переворачиваем вязание. Вот эту петлю, из которой мы связали петельку подъема, мы пропускаем, вкладываем крючок во 2 петлю, вяжем столбик без накида и вкладываем крючок в воздушную петлю подъема, которую мы делали. Не забывайте ее провязать. И в нее тоже вяжем столбик без накида. Таким образом у нас сейчас с вами будет получаться лямочка. Делаем петлю для подъема, переворачиваем вязание. И эта лямочка будет состоять из 3 петелек. 1 петлю вы вяжете для подъема, затем вяжете 2 столбика без накида. Вяжем как можно туже. И не забываем по ходу вязания вытягивать пряжу. Прям руками ее вытягивайте. Я предлагаю вам связать именно плоские лямочки, потому что за время существования моего YouTube канала я успела перевязать несколько вариантов рюкзаков и несколько вариантов лямочек. И по своему опыту могу сказать, что плоские лямочки, не круглые в виде шнурочков красивых, а именно вот такие плоские, пусть и не слишком широкие лямки, они все-таки удобнее в носке, то есть они не впиваются в плечо и ходить с ними комфортнее. Особенно если вы вяжете изделия ребенку. Если вяжете ребенку, то старайтесь тоже не делать их слишком тонкими, чтобы они не впивались в плечи. Теперь поговорим о длине. Нет какого-то идеального такого шаблона, идеальной длины, которой стоит придерживаться. В среднем взрослая лямочка 70-80 сантиметров, опять же, кому как нравится больше. А детская лямка 50-60 сантиметров. Для того, чтобы определить, какую лямку вязать именно вам, я предлагаю вам одеть рюкзак какой-то, который вы носите, который вы любите, отрегулировать на нем лямочки так, чтобы вам стало удобно. После этого снять рюкзак и измерить лямки. И вы тогда поймете, какая длина для вас именно оптимальна. Например, вы измерили, что для вас оптимальная длина 70 сантиметров лямки. Для того, чтобы учесть тот момент, что во время носки, во время того, как вы будете носить какие-то вещи в рюкзаке, лямочки все-таки естественным образом все равно растянутся. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто плотнее связал, у того меньше растянутся. Кто более свободно вязал, у того больше вероятности, что лямочка растянется сильно. Для того, чтобы это учесть и потом не ходить с рюкзаком, который болтается у колена, нужно сделать очень простой хитрый ход. Ваша лямка должна быть 70 сантиметров в растянутом состоянии. То есть вот я сейчас чуть-чуть побольше связала, я уже могу ее немножечко растянуть. Но чем больше я ее свяжу, тем легче мне удастся ее растянуть в разные стороны. Вот вы должны ее растянуть и вот в этом растянутом состоянии измерить. И она в растянутом состоянии у вас должна быть 70 сантиметров. Возможно, в самый первый раз, когда вы оденете рюкзак, вам будет немножечко тесновато и некомфортно. Но в процессе носки, как я уже сказала, они подрастянутся и будут в самый раз. Ну и старайтесь еще, конечно, не нагружать рюкзак очень тяжелыми предметами. Все-таки изделия из трикотажной пряжи, они не рассчитаны на тяжелые какие-то ношу. Старайтесь носить с собой самый минимум. Если хочется поносить что-то уже потяжелее, более существенные вещи, то тогда лучше поменять трикотажную пряжу на шнур и вязать рюкзак из шнура. Вот я в данный момент ношу рюкзак из шнура уже больше месяца. Не могу в нем даже принести какие-то продукты из магазина. Шнур у меня хлопковый, и он совсем не тянется. И мой рюкзак не вытягивается совершенно. И лямочки у него не вытянулись, тоже совсем не вытянулись прям. То есть мне в нем ходить, с ним ходить комфортно, его уже можно чем-то посильнее нагрузить. Но он уже не выглядит так объемно, и, возможно, кому-то покажется, что он не настолько привлекателен, как рюкзак
из такой пышной и красивой трикотажной пряжи. Ну и, конечно, трикотажная пряжа удобна тем, что у нее огромная палитра, и вы сможете связать рюкзак абсолютно под любой наряд. Таким образом, я буду вязать лямочку длиной в 50 сантиметров, потому что мой рюкзак будет детским. Я связала 2 лямочки, которые получились у меня примерно 50 сантиметров длиной в вытянутом состоянии. И сейчас я их пришью к рюкзаку в то же самое время, как буду пришивать клапан к рюкзачку. То есть мы одним швом пришьем и лямки, и клапан. Я перевернула рюкзак изнаночной стороной к себе, то есть той стороной, которая будет у меня соприкасаться со спиной. Вот он шов. Здесь у нас была с вами ступенька, мы закончили вот на этом месте провязывать последний ряд. Лямки будут расположены примерно вот так вот, то есть они должны быть расположены по центру, и между ними где-то 5-7 сантиметров должно быть. Затем сверху я на это место кладу клапан, чтобы вам показать, как это все будет выглядеть. И сейчас вот здесь я сделаю шов из соединительных петелек, то есть я буду привязывать клапан к рюкзачку. Вот. Одну лямку я сейчас сниму, конечно, потому что это просто неудобно, она у меня отвалится. Но чтобы примерно вам понимать, как это будет выглядеть, сейчас главное нам сделать так, чтобы это все получилось симметрично. Так, я расположу вот так. Первый сверху приложу клапан. Он у меня как раз получается по ширине равен ширине рюкзачка в самом узком верхнем месте. Так и должно быть. Пришивать я буду ниточкой розового цвета, цвет клапана. Можно и желтый, конечно, но тогда вам нужно будет сделать шов максимально аккуратным, потому что желтая нитка будет, так она контрастная, очень выделяться на розовом клапане, и любые ваши несовершенства шва будут очень сильно бросаться в глаза. Теперь прокалываю клапан. Вот, наверное, вот в этом самом угловом месте. Прокалываю рюкзак тоже в самом-самом крайнем месте, почти на сгибе. С изнаночной стороны зацепляю розовую нитку. Хвостик оставьте для того, чтобы спрятать примерно 10-15 сантиметров. И протягиваю обратно наружу, вначале через тело рюкзачка, затем через клапан. После этого я снова вкладываю крючок в клапан. Рюкзачок прокалываю, захватываю снова ниточку и протягиваю через рюкзачок, через клапан и одну петлю через другую петлю. Это и называется соединительная петелька. То есть мы не столбик без накида с вами провязываем, а одну петлю продеваем через другую петлю. Так, еще разок. Здесь все понятно тоже, в каждую петлю должны мы с вами вложить крючок. Здесь тоже все понятно, то мы с вами в отверстие будем вкладывать, то в середину галочки, в отверстие, в середину галочки и так далее. И вытягиваем снова пряжу и уже продеваем одну петлю через другую. У вас шов получится, будет состоять из косичек опять-таки. Вот это шов. На следующей петле у меня уже должна быть лямка. То есть я приложила предварительно лямки и запомнила, какие петли мне нужно будет начать их ввязывать. Вы можете эти петли пометить маркером, если вам сложно пока сориентироваться. Так, лямку я, наверное, в 2 прокола привяжу. Так, для начала я должна проткнуть клапан. Под клапаном у меня будет лямочка. Лямка связана более плотно, поэтому ее не получится в 3 прихода пришить. Только 2 отверстия, я думаю, смогу в ней сделать. И затем рюкзачок. После этого вытягиваю через все 3 полотна петлю и протягиваю одну петлю через другую. От того, как вы одинаково будете вытягивать петлю, будет зависеть ровность шва. То есть чем будут более одинаковые петли. Снова прокалываем клапан, прокалываем лямочку. Вот здесь еще есть отверстие, в которое я смогу поместить крючок. Прокалываю в следующее отверстие сам рюкзачок. Все это протягиваю в обратном порядке. И петлю через петлю. Смысл понятен, я думаю. Следите внимательно, чтобы не пропустить место, где нужно будет начать пришивать вторую лямочку. В остальном просто аккуратность не помешает. И хороший ровненький шов будет у вас на рюкзаке. Я закончила пришивание клапана с лямочками к верхней части рюкзака. Теперь мне необходимо обрезать нить, вытянуть ее. Сейчас я ее вытяну на изнаночную сторону клапана.
Вот так это выглядит. И с изнаночной стороны клапана я уже спрячу розовый хвостик. Сейчас объясню, как будут крепиться лямочки к нижней части рюкзака. Это удобно сделать с помощью колец карабинов. У меня кольца карабины 25 мм в диаметре. Можно чуть-чуть побольше, 30-31 мм, например. Больше не советую, уже будет выглядеть не слишком гармонично. Прокалываю лямочку в нескольких местах. Лучше не за одну ниточку, а за 2, а то и 3 ниточки. Это делается для того, чтобы не вытягивалось место прикрепления. Чем больше ниток вы захватите, тем меньше шансов, что нитка пряжа вытянется. Примерно вот так. И прикрепить нам нужно будет вместо соединения дна и основной части рюкзака близко к боковым частям. То есть, ну вот примерно вот сюда, в эти два места. Здесь тоже желательно, конечно, не за одну схватиться, не за одну ниточку пряжи, а за несколько. Я вот 4 ухвачусь. Вот таким образом это выглядит. Повторяю то же самое с правой стороны. Здесь еще важно следить, чтобы лямка не перекрутилась. Вот так выглядит задняя часть рюкзака. Мне останется сейчас прикрепить к рюкзачку ответную часть портфельного замочка. Это делается уже после того, как вы пришили клапан, чтобы понимать, в каком месте портфельный замок будет соприкасаться с основной частью рюкзака. Здесь должно быть свободное место наверху, то есть не нужно прям максимально натягивать клапан. Дайте ему лечь свободно, к тому же у вас может быть заполнен чем-то легким рюкзак, и он будет больше в объеме, поэтому прям сильно прижимать клапан и натягивать не стоит. После того, как я наметила примерное место, конечно, замок должен быть строго по центру, симметрично располагаться. Это тоже нужно учесть. И после этого уже я его прикрепляю. Здесь все просто. У замочка с обратной стороны есть 2 шипа. Сейчас я вам покажу. Вот они. Также в комплекте к замочку есть вот такой вот прижимной вкладыш. Вы с помощью вкладыша давите с обратной стороны на вязаное полотно и чем-то твердым загибаете шипы, усики сверху на вкладыш. Таким образом у вас очень крепко замочек держится на полотне и не оторвется. Теперь нам нужно сделать утяжку. Утяжка примерно должна быть длиной около 70 сантиметров. Это такая стандартная длина утяжки. Можно сделать чуть-чуть подлиннее. Но вообще я вам советую сделать ее максимально длинной, а потом в процессе укоротить, когда вы поймете, какая длина наиболее оптимальна. Сейчас покажу, каким образом ее нужно вставить. Переверну рюкзак, чтобы наглядно показать, как нужно вложить утяжку, чтобы рюкзак сохранил свою форму объемную. Для этого нужно определить место, где утяжка будет выходить на лицевую сторону. Вот здесь, например. Затем, вот этот угол, я напоминаю, он будет вогнут внутрь. Чтобы сохранить эту форму вогнутую, нам необходимо, чтобы утяжка, мы, кстати, ее вкладываем в петли по второму ряду, второй ряд сверху. Протягиваем утяжку. Вкладываем ее вот сюда. Здесь тоже в крайние петельки вот этого уголка, который у нас должен быть внутри, протягиваем вот так. И с этой стороны она уже выходит у нас на изнанку. Вот так. То есть, чтобы уголки оставались внутрь вогнутыми, вот здесь должна проходить утяжка. Сейчас я ее подтяну чуть-чуть поближе. Вот так. С изнаночной стороны просто протяните ее с разницей где-то петелек 6. Ну, я вот сюда, например. Вот сюда. Вот сюда. И мы уже подошли ко второму углу. Здесь тоже с этой стороны у нас угол. Я вкладываю нашу ленту в самое начало уголка. Ищу примерно петлю, которая будет в конце этого угла, но ближе уже к лицевой части рюкзака. И протягиваю последний хвостик симметрично, примерно относительно портфельного замка, вот сюда. Вот так это примерно выглядит. То есть здесь утяжка снаружи, там, где уголки, здесь утяжка внутри находится рюкзака, вот она. Там, где уголки, утяжка снаружи, чтобы сделать эти части вогнутыми. С изнаночной части она в центре
внутри находится и по бокам снаружи. Если утяжку затянуть, то рюкзачок складывается в такую форму, как нам бы и хотелось. Я прикрепила к утяжке фиксатор, который есть тоже в магазине Лентомания. Внизу есть ссылочка. И также я сделала вот такие наконечники. Они специально разработаны для тканевых утяжек. Одну я уже прикрепила. И после того, как я прикрепила всю фурнитуру, у меня получился вот такой вот рюкзачок. Его ширина примерно 23 сантиметра, высота около 29 сантиметров и глубина около 10 сантиметров. Покажу, как он выглядит с обратной стороны. Вот так выглядит шов, к которому мы прикрепляли клапан и лямочки. Рюкзак я немного наполнила для того, чтобы он был более устойчивый и держал хорошо форму. В пустом виде он немного мягче. Все необходимые материалы на этот очень простой рюкзак, трикотажную пряжу, различную фурнитуру вы можете приобрести на сайте lentomania.ru. Ссылка на сайт появится сейчас вверху видео, вот здесь в уголочке. Также я подробное описание всех материалов использованных оставляю всегда внизу видео. Переходите вниз, смотрите, там всегда есть ссылки на эти товары, можно переходить и выбирать. На сайте lentomania.ru очень много разных аксессуаров для рукоделия. Если вы любите отдыхать и получаете удовольствие от вязания, переходите туда, мы с удовольствием доставим вам ваш заказ. Постараемся сделать это быстро и максимально с любовью. Желаю всем побольше времени на себя и на вязание и отличного настроения. Пока!